Доброго всем здравия, дорогие друзья и гости канала Секреты долголетия с Ириной Огоньком. С вами я, Ирина. И сегодняшнее видео пойдет об одном довольно-таки дешевом, но очень хорошем препарате. Это Меновазин. Кстати, мои видео не являются рекламой или советами к употреблению. Э, Я снимаю их просто для ознакомления, информационно вам донести о таких вещах. Так что консультация с врачом не отменяется. Значит, что можно рассказать о Меновазине? Я буду изредка подглядывать в свою шпаргалочку. Ее я потом описание всего я оставлю внизу в описании, чтобы вы тоже могли посмотреть и еще раз пройтись по этим болезням, которые лечит наш Меновазин. Значит, первое, почему он так хорош? Потому что Меновазин состоит практически из анестетиков. В его состав входит ментол, новокаин, протеин, анестезин, ну и вспомогательно этанол. Э, Вот такой состав делает его уникальным. Значит, первое его предназначение это боли при остеохондрозе, радикулите, артроз, артрит. Ну, в общем, все, что связано с болями позвоночника, суставов. Оно применяется как растирка, быстро снимает боль, так как я же говорю, больше здесь анестетикова и анальгетика, вот. Значит, применяется меновазин только наружно. И сразу скажу о том, что применять меновазин можно только при, ну, прежде чем начать применять меновазин, вам обязательно нужно сделать тест на нежной коже или сгиба локтя, или руки, вот, чтобы ну, проверить на подходит ли этот препарат для вас именно. Значит, при каких болезнях помогает... Так вот, я хотела сказать, что меновазин можно применять только при здоровой коже, ни в коем случае не применять на открытые раны, ожоги. Это будет ну, жестоко по отношению к вашему телу. Значит, при каких болезнях используется все-таки меновазин? Я в названии обещала более 15. Да, более 15. Значит, первое, остеохондроз. Если вас мучает остеохондроз, самое быстрое средство снять боль – это натереть меновазином. Допустим, тот же самый радикулит, как в поясничном, так и в грудной области, тоже меновазин. Артроз суставов, докучают вам боль в суставах, тоже растерли именно все суставчики свои больные меновазином. Если при стенокардии отдает боль в левое плечо, тоже натираем меновазином. Ну вот, и чтобы устать, вернее, чтобы снять усталость, чувство дискомфорта, отечность в ногах после длительного там хождения или просто после работы, если работа больше на ногах, тоже пришли, натерли меновазином ножки и дали им несколько минут отдохнуть. Меновазинчик даст, ментол именно дает чувство прохлады и снимается боль. Очень быстро наступает облегчение.
Значит, также при варикозном расширении вен, при сосудистой недостаточности тоже помогает миновазин. Значит, бывает такое, что у вас головные боли разного происхождения. Вот в предыдущем видео я рассказывала о применении миновазина при головных болях, при шейном остеохондрозе. Очень хорошо помогают растирочки миновазином. При ушибах и гематомах, если их смазать миновазином, они намного быстрее, во-первых, обезболиваются и намного быстрее проходят. Хорошо помогает миновазин при простуде, кашле и насморке. Значит, при насморке натираем вот это вот место гайморовых пазух, натираем ну, переносицу, височки. При простуде натираем шею, грудную клетку, спину и укутываем теплым шарфом. Точно так же при ангине, при сильно, даже гнойная ангина, натираем вот эту вот область именно хорошенечко меновазином и укутываем тепленьким шарфом. Если у вас хронический гайморит, тоже очень помогает растирание миновазином. Оно облегчает дыхание, снимает спазмы, снимает отечность, намного, в общем, очень быстро и легко можно, так скажем, улучшить состояние, в котором вы сейчас находитесь. Так. Невероятно, но даже при зубной боли миновазин вам тоже в помощь. Если болит зуб, вы намазываете щеку именно в той области, где у вас находится больной зуб. Тоже довольно-таки быстро помогает унять эту зубную боль. При отитах, при больном ухе можно смочить ватный тампончик, положить в ушную раковину не слишком глубоко и натереть вокруг ушной раковины меновазином. Это тоже поможет снять быстро и легко вот эту вот острую боль при отите. Также миновазин поможет справиться с герпесом. Обычной ушной палочкой смачиваем ее и точечно наносим на высыпание герпеса. Кстати, миновазин продается не только в жидком состоянии, есть и мазь. У меня просто ее сейчас нет в наличии. Так что герпес довольно-таки удобно мазать именно этой мазью. Но еще такая проблема у людей бессонница. Вот. Если страдаете бессонницей, миновазин вам тоже очень поможет быстрее и легче уснуть. Для этого натираем область шеи и затылочную воротниковую зону. Тоже хорошо, очень помогает для быстрейшего засыпания. Ну и, как говорится, сейчас мы все имеем не очень благополучное здоровье. Ну, не все, ну, скажем так, большинство. Проблемы со здоровьем сейчас уже и у молодых. И вот бывает такое, что мы метеозависимы. Говорят, на погоду крутит ноги, крутит суставы. Так вот, если у вас появилась такая проблема, натираем миновазином больные проблемные места. Если это ноги, ноги натираем голенище, стопу и подколенные
места довольно-таки быстро успокаивает и дает вам возможность заснуть. Также хорошо помогает меновазин при укусах насекомых. Очень быстро снимает боль, жжение. Если чешется, значит убирает чесотку. Вот. Тоже просто намазываем место укуса меновазином. Ну, говорят, что э, помогает хорошо при геморрое. Здесь делаю такую вот типа на палец нанести марлевую повязку, смоченную в миновазине, и хорошо протереть этим пальцем в анальном отверстии. Но, честно скажу, такого я не пробовала, не доводилось. Но вот такие вот рекомендации есть, что делается это 1 раз в сутки на ночь, и 4-5 раз достаточно для того, чтобы полностью излечить геморрой. Ну, как говорится, геморрой полностью не вылечить, но на время залечить его можно. А, Значит, еще раз, вот такие вот болезни можно лечит наш прекрасный меновазин. Значит, еще раз повторюсь, что меновазин применяется только наружно, и ни в коем случае его нельзя применять при индивидуальной непереносимости каких-то компонентов. Также нельзя использовать при открытых ранах и ожогах. А, Вот такое вот средство, вот такая вот информация. Ну и, родные мои, всем огромное спасибо, кто был со мной и досмотрел это видео до конца. Если не подписались еще, подписывайтесь и ставьте лайки. Обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А у меня будет много интересной тематики по народной медицине. Ну, также пишем комментарии, задаем вопросы. Вот, и я буду отвечать на ваши вопросы в своих видео, давать какие-то рецепты, то, что я знаю, то, что у меня есть в моей литературе. Э, Я сниму специально видео, что такое фитотерапия, как ее применять, как и правильно это самое лечить. Вот это вот все я сниму, и я покажу, какое количество литературы было у меня собрано. Я занимаюсь с молоду, увлекаюсь, вернее, не занимаюсь, а увлекаюсь именно народной медициной. Ну вот, друзья, на этом все. Я прощаюсь с вами. До новых встреч. Ваша Ирина.